Друзья, всем привет! На улице зима, холодно, в районе минус 10, минус 15, и мы продолжаем разбираться и играться с нашим новым Geely Atlas Pro конца 2023 года. Тачка для зимы адаптирована нормально, климат-контроль работает максимально адекватно, куча теплых опций, подогрев руля, подогрев форсунок, подогрев зоны щеток, подогрев передних и задних сидений, в общем, подогревы всего, чего только можно. Но столкнулся с одной очень интересной дилеммой. Сейчас я хочу ее показать и рассказать сегодня об этом. Как я уже сказал, куча разных теплых опций, но возник вопрос к подогреву сидений. А именно одним морозным утром я пришел, сел в машину, завел ее, захотел подогреть сидушку и, как видим, подогрев передних водительского и пассажирского сидений не включается. А если быть точным, включается и сразу же выключается. Даже слышно, как щелкает релюшка. И если честно, разочарованию не было предела. Что это такое? Это новая машина, ей вот только неделя с момента покупки, и сразу вот такой прикол. Я тыкаю в экран, тыкаю, сиденья не запускаются. При этом, что интересно, в автомобиле куча теплых опций, и все работает. И задние подогревы включаются, и левые, и правые, и подогрев форсунок стеклоомывателя, и подогрев руля. Все это работает в штатном режиме, а именно водительское и пассажирское сиденье нет. Я сразу же записался к официальному дилеру, позвонил. Визит был назначен там на 2,5 недели вперед. Но дальше интереснее. В течение дня, покатавшись по своим делам, в течение буквально получаса с момента съемки неработающего обогрева, я сажусь в машину, завожу машину, нажимаю «Включить обогрев сидений», и, о чудо, он работает в штатном режиме, никаких вопросов. Так что же это все-таки было? Давайте попробуем в этом разобраться. Итак, друзья, снова всем привет. На улице новый день. Мы в гостях. И вот я с утра сажусь в машину, завожу машинку. И смотрим, что у нас сегодня с утра по подогреву. Включаем подогрев. Все работает. Интересно, продолжаем наблюдать. Читал, кстати, в интернете такую штуку. У меня Geely Atlas Pro декабря месяца 23 года, и здесь уже новая магнитола. То есть, как видите, совсем другой интерфейс. Вот, допустим, мы сейчас даже перейдем в ее настройки. Я вам покажу версию прошивки. Вот можете видеть версию ПО, версию аппаратного обеспечения и программного обеспечения. То есть здесь уже все по-другому. Здесь уже стоит другая прошивка. И читал в интернете то, что прошивочки, получается, здесь имеют именно ошибки с подогревом сидений. Что не факт, что эта проблема может быть аппаратная, а именно в программном обеспечении. На одном форуме вычитал такую фишку, что если не сработал обогрев сидений, надо заглушить машину, выйти из нее, закрыть-открыть, сесть в нее, завести, и после этого все будет работать. Но пока это проверить не удалось, дальше посмотрим. Итак, новый день, и заметил одну очень интересную штуковину. Если машину заводить, и она заводится со стартера-генератора, то обогрев сидений сразу работает. Если заводить машину, и она заводится с обычного стартера, то обогрев сидений со старта не работает. Возможно, это связано с каким-то алгоритмом прошивки нового головного устройства в этих атласах, которое пошло с ноября-декабря 2023 года. Потому что в предыдущих такого прикола нет. Ну и вот давайте проверим эту гипотезу. Заводим машину. Она завелась со стартер-генератора. Переходим в обогрев сидений. И он работает сразу же. При этом на улице на данный момент у нас 0 градусов. Ну вот, дождемся морозов
проверим, когда она будет заводиться с обычного стартера. Так это или не так. Итак, новый день. У нас температурные качели. На улице где-то минус 10, минус 15. Машина простояла 3 дня и пробуем заводиться. Машина завелась у нас со стартера. Это было слышно. Не стартер генератора, как обычная машина. И проверяем теперь наш обогрев сидений. И как видим, он сразу не включается. Короче, прослеживается конкретная логика работы обогрева сидений. Если машина заводится со стартер-генератора, то сразу же работает обогрев сидений. Если она заводится с обычного стартера, когда долго постояла, то обогрев сидений сразу не включается. Возможно, это какая-то система защиты аккумулятора. И по факту, друзья, это так и есть. Если мы откроем инструкцию по эксплуатации к данному автомобилю и перейдем на 79-ю страницу, где будет у нас раздел «Обогрев и вентиляция сидений». Кстати, вентиляции в Atlas Pro нет, но здесь почему-то про это написано. Тут у нас рассказано, как включаются подогревы и так далее, а переднее, заднее, все расписано. И в самом конце есть сноска. Подогреватели сидений можно включать только при работающем двигателе, чтобы снизить разрядку аккумуляторной батареи. При низком напряжении в бортовой сети обогреватель сидения будет выключен автоматически с целью сохранения достаточного заряда аккумуляторной батареи для питания блока управления двигателем. Поэтому, если машина постояла несколько дней, да еще и на сильном морозе, аккумулятор, видно, немножко подразрядился, машина завелась со стартера, еще съела аккумулятор, он видит, что низкий заряд аккумулятора и отдает всю мощность именно в зарядку аккумулятора, при этом ограничивая функцию подогрева сидения. Вот так. В целом, что могу сказать? За первый месяц эксплуатации машинка пробежала уже около 1500 километров, и за это время она дарит исключительно положительные эмоции. Главное во всем разобраться. Поэтому, кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание, а мы продолжаем. Всем пока!